Всем привет! Вы на канале Diva Bags, и это канал о вязании крючком. В прошлом своем мастер-классе я поделилась с вами своим способом вязания идеального круга столбиками без накида по спирали. Если еще не видели это видео, перейдите по подсказке в правом верхнем углу. После выхода этого мастер-класса мне стали поступать вопросы, как проще всего связать идеальный круг уже столбиками без накида в раскол, не по спирали, а рядами. Поэтому в этом видео я покажу вам очень простой способ, для которого не нужны схемы и маркеры. Такой круг получается очень плотным, независимо от пряжи, из которой вы вяжете. И к тому же здесь нет видимого соединения рядов, то есть нет шва. Хорошо подходит в качестве донышек для корзины сумок, также в качестве боковой части круглой сумки макарон, либо как чехол на круглый табурет или даже ковер. Вот этот круг я связала для образца, а он еще не отпарен и, как видите, идеально ровной круглой формы. Вязать я буду из полиэфирного шнура 5 мм с сердечником, вот такой круглый шнур. У меня это шнур фирмы Knitcord, состав 100% полиэфир, цвет светло-бежевый, диаметр 5 мм, в мотке 200 метров. Ссылку на сайт, где заказываю этот шнур, оставлю в описании под видео, и там же пропишу промокод на скидку 5%. Крючок я выбрала номер 6, это основной крючок, также пригодится вспомогательный, у меня 4,5. Материалы готовы, давайте вязать. Ряды при вязании я буду соединять своим любимым способом – хвостиком. Поэтому перед вязанием необходимо оставить длинный хвостик. Как рассчитать длину хвостика? Я советую связать образец. Например, отмеряете 50 см хвостика и с этого места начинаете вязание. Провязываете 5 рядов круга столбиками без накида в раскол и измеряете длину оставшегося хвостика после закрытия 5-го ряда. Из 50 см вычитаете эту длину и получаете расход хвостика на 5 рядов. Делите эту величину на 5 и узнаете расход хвостика на 1 ряд. Если вы вяжете, например, корзину столбиками без накида в раскол и донышко и стенки, то просто берете расход хвостика на 1 ряд, умножаете на общее количество рядов дна и стенок корзины. Так вы узнаете, какой длины хвостик необходимо оставить перед вязанием. Но не забудьте, что в конце вязания вам еще необходимо будет спрятать хвостик. И чтобы это было удобно сделать, добавьте к вот этой первоначальной длине расчетной хотя бы 10-15 см, чтобы вам не пришлось потом мучиться заправлять маленький хвостик. Я пока не знаю, какого размера буду вязать донышко, поэтому оставлю хвостик длиной примерно метр и начну вязание с этого места. Нить на пальцах располагаю вот таким образом. Вот эта нить хвостик, а вот эта нить идет к мотку, рабочая нить. Огибаю 4 пальца рабочей нитью. Вот сюда вывожу хвостик. Теперь завожу крючок под первую нить, подхватываю вторую и вот так перекрещиваю. Теперь подхватываю рабочую нить и протягиваю через петлю на крючке. Получился первый столбик. Набираю в кольцо еще 5 столбиков. Завожу крючок в кольцо, подхватываю рабочую нить, вывожу петлю и провязываю 2 петли на крючке рабочей нитью. Это первый столбик из 5. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. И 5 столбик. Получилось 1, 2, 3, 4, 5 косичек и 6-я петля на крючке. Теперь тяну за хвостик, затягиваю кольцо как можно туже, чтобы у нас в центре вот здесь не оставалось отверстия. Теперь снимаем последнюю петлю с крючка и распускаем шапочку последнего столбика. Возвращаем 2 петли на крючок
И провязываем эти 2 петли уже не рабочей нитью, а нитью хвостиком. Вот этот хвостик берем, подхватываем и провязываем 2 петли на крючке. Хвостик выводим наружу. Получился первый незакрытый ряд, где всего 5 горизонтальных косичек. В первом ряду 6 столбиков, поэтому должно быть 6 горизонтальных косичек. Таким образом, нам нужно сформировать последнюю горизонтальную косичку. Под 2 дужки первой горизонтальной косички с изнанки вставляем крючок, подхватываем хвостик, уводим его на изнанку. Дальше. С изнанки вставляем крючок под заднюю перемычку и в центр косички последнего столбика. Снова подхватываем хвостик, уводим на изнанку. Ряд закрыт. Получилось 6 косичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот эта задняя перемычка обычно расслаблена. Подтягиваем ее. И последнюю косичку тоже подтягиваем и расправляем. Вот так. Первый ряд готов. Теперь вяжем второй ряд. По правилу идеального круга в каждом ряду должно добавляться 6 новых столбиков. В первом ряду мы провязывали 6 столбиков, значит во втором ряду нам нужно провязать 12 столбиков. Как это сделать? В каждый столбик первого ряда мы провяжем прибавку, то есть 2 столбика. Ряд начинаем всегда с того столбика, из которого выходит хвостик. Вставляем крючок в центр этого столбика с лица и с изнанки. Вот он, хвостик. Затем подхватываем рабочую нить, выводим петлю и провязываем первый столбик. Провязали. Теперь сюда же второй столбик. Провязали. Получилась первая прибавка. Дальше у нас идет первый столбик, с которого мы начинали вязание. Поэтому всегда здесь провязывать столбики туго. Беру меньший крючок. Вставляю в центр столбика с лица и с изнанки крючок. Вот так. То есть ножки столбика находятся по разные стороны от крючка. Мы раскалываем таким образом столбик. Подхватываю рабочую нить, вывожу петлю и провязываю столбик. Теперь второй столбик в это же отверстие. Точно так же вставляю крючок в это отверстие, подхватываю рабочую нить, вывожу петлю, провязываю сюда второй столбик. Все столбики старайтесь провязывать одного размера, чтобы вязание смотрелось аккуратным. Дальше в третий столбик третью прибавку провязываем. Также в раскол вставляем крючок, вытягиваем петлю, провязываем 2 петли на крючке. И сюда же второй столбик из прибавки. Это третья прибавка. Теперь четвертая прибавка. Готово. Пятая прибавка. И последняя, шестая прибавка. Первый столбик из прибавки вяжем точно так же, как все предыдущие. А второй столбик из шестой прибавки провязываем немного по-другому. Вставляем крючок в это же отверстие, подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю, но 2 петли на крючке уже провязываем не рабочей нитью, а нитью хвостиком, вот этим. Подхватываем хвостик, провязываем 2 петли на крючке и выводим хвостик наружу. Вот так. Осталось сформировать последнюю косичку, то есть закрыть ряд хвостиком. Под первую горизонтальную косичку, под 2 ее дужки с изнанки вставляем крючок, подхватываем хвостик, уводим его на изнанку. И теперь с изнанки можно сменить крючок на меньший, вставляем его под заднюю перемычку и в центр косички последнего столбика.
Подхватываем хвостик, снова уводим его наизнанку. Расправляем и подтягиваем все нити. Второй ряд закрыт. Вот смотрите, я слабо затянула круг изначально, из-за этого в центре у меня образовалось отверстие. Поэтому затягивайте круг потуже. Теперь вяжем третий ряд. В третьем ряду снова необходимо провязать на 6 столбиков больше. Во втором ряду у нас получилось 12 столбиков, значит в третьем будет 18 столбиков. Как мы будем их провязывать? Вот он столбик, из которого выходит хвостик. В него вставляем крючок в раскол, то есть центр галочки с лица, вот сюда, и между ножек столбика с изнанки. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю, провязываем первый столбик. Этот первый столбик в ряду у нас всегда будет одиночный. Дальше всегда мы будем провязывать прибавку в следующий столбик. Это основной принцип. Провязываем прибавку. Первый столбик и в это же отверстие второй столбик. Первая прибавка готова. Теперь будем чередовать. Одиночный столбик, прибавка, одиночный столбик, прибавка, одиночный столбик, прибавка и так до конца ряда. Ряд должны закончить прибавкой, потому что начинали с одиночного столбика. Провязываем. Одиночный столбик, вторая прибавка. Снова одиночный столбик, третья прибавка, одиночный столбик, четвертая прибавка, одиночный столбик, пятая прибавка, одиночный столбик, и последняя шестая прибавка. При провязывании второго столбика из шестой прибавки подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю, а 2 петли на крючке уже провязываем нитью хвостиком. Хвостик подхватываем, провязываем 2 петли на крючке и вытягиваем хвостик наружу. Теперь закрываем ряд хвостиком. Под первую горизонтальную косичку, под 2 ее дужки, вставляем крючок с изнанки, подхватываем хвостик, уводим его наизнанку. И с изнанки вставляем крючок под заднюю перемычку и в центр косички последнего столбика, снова подхватываем хвостик, уводим его наизнанку. Расправляем и подтягиваем все нити. Третий ряд закрыт. В четвертом ряду необходимо снова увеличить количество столбиков на 6. В третьем ряду мы провязали 18 столбиков, значит в четвертом ряду нам необходимо провязать 24 столбика. Как будем провязывать? Снова в столбик, из которого выходит хвостик, провязываем одиночный столбик. Это будет самый первый столбик в четвертом ряду. Дальше провязываем прибавку, то есть 2 столбика в одно отверстие. Провязали. В четвертом ряду между прибавками будем провязывать уже 2 столбика, поэтому после прибавки вот сюда провяжем 2 одиночных столбика и будем чередовать: прибавка, 2 одиночных столбика, прибавка, 2 одиночных столбика, прибавка, 2 одиночных столбика, прибавка и так до конца ряда. Начинали ряд с одиночного столбика, поэтому закончить должны также одиночным столбиком, чтобы между прибавками здесь было так же, как и по всему ряду, 2 одиночных столбика. Провязываем 2 одиночных столбика. Затем вторая прибавка.
Опять 2 одиночных столбика. Третья прибавка. Снова 2 одиночных столбика. Четвертая прибавка. Еще раз 2 одиночных столбика. Пятая прибавка. И последний раз 2 одиночных столбика. Шестая прибавка. И последний столбик в четвертом ряду опять провязываем хвостиком. Вставляем крючок в раскол столбика, подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю, а 2 петли на крючке провязываем уже не рабочей нитью, а нитью хвостиком. Подхватываем хвостик, провязываем 2 петли на крючке, вытягиваем хвостик наружу. И закрываем ряд хвостиком. Под первую горизонтальную косичку под 2 дужки вставляем крючок с изнанки и уводим хвостик на изнанку. И с изнанки под заднюю перемычку и в центр косички последнего столбика вставляем крючок, уводим хвостик снова на изнанку. Расправляем и подтягиваем все нити. Четвертый ряд закрыт. Прибавки сместились друг относительно друга. Получается, в прибавку прошлого ряда я провязала 2 одиночных столбика, а в одиночный столбик прошлого ряда прибавку в новом ряду. Теперь вяжем следующий, 5-й ряд. В 5-м ряду нам снова нужно добавить 6 столбиков по правилу идеального круга, то есть их станет 30. В начале ряда опять провязываем первый одиночный столбик. И сразу делаем прибавку в следующий столбик. Провязали. Между столбиками теперь будет не 2 одиночных столбика, как в предыдущем ряду, а 3. Поэтому провязываем 3 одиночных столбика после прибавки и чередуем. Вторая прибавка, снова 3 одиночных столбика, третья прибавка, 3 одиночных столбика, четвертая прибавка и так до конца ряда. Ряд начинали с одиночного столбика, поэтому закончить должны 2 одиночными столбиками, чтобы здесь между прибавками, так же как и во всем ряду, получилось 3 одиночных столбика. Провязываем 3 одиночных столбика. Теперь вторая прибавка. Снова 3 одиночных столбика. Третья прибавка. Опять 3 одиночных столбика. Четвертая прибавка. И так до конца ряда. Заканчиваю ряд 2 одиночными столбиками после прибавки и шапочку последнего столбика провязываю хвостиком. Вывожу хвостик наружу и закрываю ряд хвостиком. Расправляю и подтягиваю все нити. 5-й ряд готов. Между прибавками здесь 3 столбика по всему ряду. И прибавки снова сместились. Вот прибавки, вот прибавка, вот прибавка, вот прибавка. То есть они находятся не друг под другом, а постепенно смещаются. В следующем 6-м ряду снова добавится 6 новых столбиков, и получится всего 36 столбиков.
Опять начинаем вязать ряд со столбика, из которого выходит хвостик. Сюда провязываем одиночный столбик. И дальше сразу прибавку. Теперь смотрим на предыдущий ряд. Здесь между прибавками провязывали 3 столбика, поэтому в новом ряду шестом будем провязывать 4 столбика между прибавками. Затем вторая прибавка, снова 4 одиночных столбика, третья прибавка, 4 одиночных столбика, четвертая прибавка, 4 одиночных столбика, пятая прибавка и так до конца ряда. Ряд заканчиваем вязать 3 одиночными столбиками, так как один мы уже провязали в начале. Провязываем 4 одиночных столбика, вторая прибавка, снова 4 одиночных столбика, третья прибавка. И так чередуем до конца ряда. Шапочку последнего столбика шестого ряда также провязываем хвостиком. Подхватываем рабочую нить и 2 петли на крючке провязываем нитью хвостиком и вытягиваем хвостик наружу. Закрываем ряд хвостиком. Расправляем и подтягиваем все нити. Шестой ряд закрыт. Получилось здесь 4 столбика, точно так же, как и по всему ряду, между прибавками. В следующем седьмом ряду между прибавками будем провязывать уже на 1 столбик больше, то есть 5 одиночных столбиков. И всего в седьмом ряду будет 42 столбика, то есть на 6 столбиков больше, чем в шестом ряду. Опять начинаем вязание со столбика, из которого выходит хвостик. Сюда провязываем одиночный столбик. И дальше сразу прибавку. И затем чередуем 5 одиночных столбиков, вторая прибавка, 5 одиночных столбиков, третья прибавка, 5 одиночных столбиков, четвертая прибавка и так до конца ряда. Заканчиваем ряд 4 одиночными столбиками, так как один мы провязали в начале ряда. Провязываем 5 одиночных столбиков, вторая прибавка, снова 5 одиночных столбиков, третья прибавка, и до конца ряда чередуем 5 столбиков прибавка, 5 столбиков прибавка. Шапочку последнего столбика седьмого ряда снова провязываем хвостиком. То есть 2 петли на крючке, провязываю хвостик и вытягиваю хвостик наружу. Закрываю ряд, как обычно, хвостиком. Получается здесь между прибавками точно так же, как и по всему ряду, 5 столбиков. И прибавка снова сместилась относительно прошлого ряда на 1 столбик. По такому принципу вы можете связать круг любого размера. Просто придерживайтесь правила. В столбик, из которого выходит хвостик, провязываем одиночный столбик и затем в следующий сразу вяжем прибавку.
Дальше смотрим, сколько столбиков между прибавками было в прошлом ряду. Увеличиваем это количество на 1 столбик, провязываем после прибавки это количество столбиков. Затем снова прибавка, это количество столбиков, прибавка, это количество столбиков, прибавка, и так до конца ряда. Ряд заканчиваем этим количеством столбиков, но на 1 меньше, так как всегда в начале ряда мы провязываем 1 столбик. Так вы легко свяжете идеальный круг без схем и маркеров, даже если вы новичок в вязании. Еще раз покажу вот этот круг. Здесь по такому же принципу я провязала всего 14 рядов столбиками без накида в раскол. И если присмотреться, прибавки смещаются вот по такой вихреобразной траектории. Вот так. И здесь вот так. При этом круг получается довольно ровной формы, даже без отпаривания. Если это видео было для вас полезным, буду рада видеть ваши пальчики вверх. Больше полезного найдете вот в этом плейлисте, подсказка в правом верхнем углу. Приятного вязания и до новых встреч!